Я теряю сознание, все тело в судорогах. Когда оно колотится, то есть я не дышу, у меня идет пена изо рта, я просто падаю, все, я ничего не помню. Здравствуйте, меня зовут Настя, и я с 6 лет болею эпилепсией. Вот сейчас с тобой это может произойти? Нет. На данный момент этого не может произойти, так как я выпила противосудорожные препараты. Учитывая, что у меня не так давно приступ был, это вряд ли произойдет. Уже когда приступ заканчивается, когда я начинаю дышать, я нахожусь без сознания. То есть я ничего еще не помню какое-то время. То есть я могу прийти в себя после пройдет 3 часа после приступа. На прошлой неделе у меня было 4 приступа. И все были достаточно сильными. У меня покусан язык, у меня очень сильно болит голова. Вот даже сейчас я разговариваю не очень хорошо, потому что у меня он покусан до сих пор. Прекрасно это помню, мне было 6 лет. Я была в гостях у своей прабабушки. И в первый раз это произошло именно там. Помню прекрасно, как приступ начинался. На тот момент еще помнила. То есть я находилась в сознании. У меня сковало полностью все тело. Оно было все в судорогах сковано. И я пыталась позвать кого-то на помощь, но у меня ничего не получалось, потому что я ни одного звука, ни вдоха, ни выдоха, ничего нет просто. Мои родители просто, насколько я помню, они вызывали скорую помощь. Когда вот этот первый приступ, когда я не понимаю, что со мной происходит, я сразу начала плакать и говорить: «Мама, что это? Что со мной?» На что мама мне начала говорить: «Настя, ты успокойся, все будет хорошо, не переживай». У Петра Первого было то же самое. Все, успокойся. Как только произошел первый приступ, мой отец сразу же поехал в школу ко мне и, собственно, предупредил всех, кого только мог предупредить о том, что это может произойти в любой момент. Она может просто не выспаться, она может перенервничать, она может все что угодно. Я себя чувствовала как все, а не как какая-то особенная девочка, которая может в любой момент упасть. Я себя так не чувствовала просто потому, что, видимо, мне повезло быть с хорошими одноклассниками. Получается, уже вот в этом году будет 20 лет, как я живу с этим. Сначала мне поставили диагноз судорожный синдром. По сути, это все то же самое, что эпилепсия, только более слабый вариант. В моем случае это уже именно тяжелая форма, когда вот человек именно не дышит. Вот чем больше я с этим живу, тем сложнее приступы становятся. Минут 20, а бывает, он может длиться час. Вот. Но если он длится час и находиться час без дыхания, это, соответственно, как бы они могут переходить в кому. То есть я нахожусь в коме, несколько суток. Последний раз это было, получается, вот в декабре прошлого года. И вызывалась реанимация, сердце остановилось, то есть его заводили заново каким-то образом, я не знаю каким, если честно. Мне этого не рассказывали. В моем случае это идиопатическая подолевая эпилепсия с фотосенситивностью, то есть у меня также еще плюс реакции на вспышки света резкие. Если человек хоть как-то пытается это контролировать, это невозможно. То, что касается обучения в институте, я ушла еще на первом курсе, потому что как раз там
на меня оборачивались, потому что у меня произошел первый приступ, как только я вошла в этот, собственно, сам институт. Ну, буквально, наверное, сколько я, месяц, может, проучилась, ну, не больше. Я не смогла вообще жить с тем, что как раз-таки там это было тяжело, там это очень давило. Я решила для себя, что мне просто нужны рядом люди, которые будут действительно понимать, что это такое. Если вот знакомлюсь с человеком, да, я сразу ему говорю первым делом: у меня эпилепсия. Все. Что касается работы, это большая проблема. Пример, когда я работала в нашем аэропорту. В один прекрасный день, я помню, когда нас везли в город, у меня происходит приступ. Я прихожу в себя, я уже нахожусь в офисе, то есть я пришла в себя, я подошла к своему начальству и спросила, в чем дело, почему я нахожусь здесь. Мне объяснили, что, ну, я думаю, ты же прекрасно сама понимаешь, что мы же не сможем с тобой так дальше работать. Просто мы видели, что твой приступ, это страшно, люди пугаются. Эпилепсия, она сковывает все и сразу, только противосудорожные препараты. Это единственное, что может спасать эпилептика. Одна упаковка стоит, ну, рублей 70, вот так. Одной упаковки мне хватит на 2 недели. К сожалению, многие относятся к этому так, если они видят человека после приступа, который просто лежит, допустим, не знаю, на той же скамейке, думают, что этот человек либо пьян, либо еще что-то с ним не так. Но они просто проходят мимо, не пытаются проверить, дышит он вообще, не дышит. Это не обязательно может быть там человек после приступа эпилепсии или после судорожного синдрома. Это может быть, ну, просто даже элементарно какой-нибудь инсульт. Это может быть все что угодно. У моего дедушки так произошел инсульт на остановке. Тоже никто не подошел? Я его случайно нашла, когда к нему приехала в гости. Это было в торговом центре. Я просто помню, что когда я начала вставать с пола, я поняла, что мне холодно уже здесь. Люди вообще никак не старались даже узнать, что со мной произошло. Даже вот та же охрана торгового центра, она никак не подошла и не попыталась ко мне, вот, то есть меня как-то поднять, усадить, там, кого-то позвать, узнать, все ли со мной хорошо. Нет. Это никак неизлечимо, потому что приступ может в любой момент повториться. Если делать, то обязательно положить на бок, стараться держать руки и ноги. Можно на ноги, ну, если вот я буду на боку лежать, то можно сюда на ноги сесть человеку другому, а руки держать вот так. И в рот положить что-то очень мягкое. Ну, может быть, это кусок рукава, все что угодно. Кусок одеяла, но ни в коем случае не пытаться ложить никаких железных ложек, железных вилок, потому что так я в любой момент могу лишиться зубов. Сказать честно, вообще после приступа сил очень мало. Их практически нет. Все, что происходит вокруг, кажется, как будто происходит в первый раз. То есть вот я могу, например, взять себя за колено, и мне будет казаться, что это происходит в первый раз. Эпилепсия – это такое заболевание, которое, к сожалению, имеет свойство затихать, но в один прекрасный момент оно появляется, и чем больше времени перерыва, тем сильнее приступ будет.
Но он повторяется в таком сильном формате, что без скорой человек никак не справится. И никто из близких не сможет ему помочь. Всегда нужно быть готовым к тому, что могут начать плохо ходить ноги. Мне уже делали именно артроскопию, то есть у меня были разрывы связок именно просто из-за приступа. Я начинаю терять память, то есть я могу забыть какие-то важные вещи, которые, допустим, мне нужно было сделать вот прямо сейчас. У меня ухудшение в плане зрения, может быть удален позвонок, влияет абсолютно на каждую частичку нашего тела. Я рада только тому, что я смогла все-таки, несмотря на это диагноз, именно выносить ребенка. И по итогу я рада, что у меня ребенок есть.